Привет, с вами Светлана, и вы на моем канале. Давайте посмотрим его монолог о вас. Да, что он хочет сказать о вас? Возможно, не решается сказать вам это вслух и хочет передать вам это с помощью карт. Задумайте, загадайте мужчину. Чем лучше загадаете, тем больше вероятности, что это будет ваше. Можете написать под видео цвет глаз, цвет волос, знак зодиака. Можете поставить смайлик, сердечко, цветочек. Можете написать «принимаю», если видео понравилось. Итак, кто к нам идет? Первые карты покажут либо мужчину, либо ситуацию в паре. Кто к нам идет? Ситуация. Тут, знаете, вот кто-то, возможно, мужчина сидит на двух стульях, хочет о чем-то договориться и не получается. Ну, два стула — это не обязательно треугольник. Это можете вы и работа. А дальше мы посмотрим уже. Может быть, вы и его родственники, вы и его друзья. То есть вам приходится в этих отношениях конкурировать еще с чем-то или с кем-то. То есть мужчина не ставит вас, и ваши отношения, безусловно, на первое место. Вот надо договариваться, надо, и не получается. Почему не получается? Ну, тут, знаете, могут быть у кого-то какие-то отношения из прошлого незаконченные. Могут быть дети, которые, да, вот если понятно, что вы с историей можете быть, да, мужчина тоже с историей, все люди взрослые. Могут быть дети. Могут быть прошлые отношения. Могут быть прошлые отношения, в которых есть дети, да, и, безусловно, человеку, если он нормальный мужчина, да, ему приходится как бы заботиться о своих детях, да, это нормально. Как бы участвовать в их жизни, это тоже нормально, и, возможно, это мешает. То есть не каждая женщина готова делить своего мужчину с кем-то, так же, как и не каждый мужчина готов делить свою женщину с кем-то. Это понятно, да? То есть тут вот есть, может быть, такая причина, что никак не удается найти баланс в ваших отношениях, потому что, ну, мало ли, там действительно, возможно, бывшая жена все время звонит, да, там дети заболели, нужны деньги, еще что-то. Обычные житейские проблемы, это мешает. Возможно, незакрытые какие-то отношения еще есть, в которых мужчина, знаете, вроде бы и вышел он из них, но все равно как-то там чувство долга какое-то, что-то он должен, нужно помочь, нужно еще что-то. То есть все время его возвращает в эти отношения. Могут быть родственники, да, как я уже говорила. А может быть банальный треугольник. Он не свободен, либо вы не свободны. Такое тоже может быть. У кого что, напишите, пожалуйста. И поэтому, ну, никак не получается, как бы. Все время перекашиваются отношения в одну или в ту же другую сторону. Никак вы не можете найти золотую середину. Но это, конечно же, сложно, и всегда это сложно. Особенно мужчина у нас показан императором. То есть это человек с чувством долга. Человек, который, как бы, если уже взял ответственность за кого-то, то он будет ее нести. И, в общем-то, очень тяжело входит в отношения, но очень тяжело и выходит из этих отношений. Этим человеком легко манипулировать с помощью этого вот развитого чувства долга. И очень часто пользуются и родственники, и друзья, и знакомые. Итак, монолог о вас. Угу. Я люблю тебя. Я хочу тебе сказать, что ты не случайно в моей жизни, да, то, что ты появилась в моей жизни не случайно. Я верю в то, что мы встретились не просто так. Ты разбиваешь мне сердце. Ты на меня обижаешься, наши отношения пробуксовывают, мы злимся, мы ругаемся, мы не можем найти общий язык. Все это сложно и больно, потому что мы любим друг друга. Я знаю, что между нами есть любовь, я в этом уверен. Я ищу выход из ситуации. Две карты. Я ищу выход из ситуации, и пока он не находится, тут либо много денег утекает, да, от мужчины вот на эти вот, на другие отношения, да,
И, возможно, вы этим недовольны, если вы живете вместе. Такое, ну, это нормально. Либо ваши отношения все время обесцениваются за счет того, что вы не на первом месте. Я дорожу тобой, но ничего, ну, ничего не получается, да. Ты закрываешь свою дверь, дверь закрыта, ключ потерян. Я лихорадочно ищу выход из этой ситуации. Ты требуешь от меня слишком много. Я не могу тебе дать то, что ты сейчас хочешь. Я не могу разорваться. Но опять же, это не обязательно материальное. Это могут быть эмоциональные какие-то вещи. Это может быть любовь, да, может быть привязанность, может быть еще что-то. А ты, знаете, вот тут мужчина, получается, не может никак действительно окончательно закрыть прошлое, что что-то прошлое, или все время это прошлое возвращается в виде манипуляции, возможно, даже в виде каких-то денежных проблем. Он решает чьи-то проблемы, да. Вы воспринимаете это как предательство, потому что он не ставит вас на первое место, ваши отношения. Он говорит, ну я не могу сейчас по-другому. Ну, я знаю, что ты считаешь, что я предаю наши отношения. Что еще? Просто нужно подождать. Просто нужно подождать. Ты главная в моей жизни. Я хочу, чтобы ты знала. Не отворачивайся от меня, да, не злись на меня. Ты для меня очень важна. Но также для меня важна моя семья. Ну, это если, допустим, была семья бывшая, да, или есть родители. Или не злись, пожалуйста, прошу. Я вижу, что у нас охлаждение. Я надеюсь, что все можно исправить и изменить. Что еще он о вас хочет сказать? Что ждет встреч, что ждет свиданий, что действительно любит и рад вас видеть. И то, что между вами сейчас охлаждение, он очень тяжело переживает. Но он очень надеется, что скоро все станет на свои места. Мужчина просит подождать. Он говорит, что ему нужно время. Что он понимает все, что он знает все. Но пока вот чувство долга, да, берет верх. Или, возможно, тут у кого-то очень искусные манипуляции. Напишите, кто манипулирует вашим мужчиной, если это так. Давайте посмотрим карту совет для вас. Ну, карты говорят, что, возможно, действительно все не так, как кажется, или все не так страшно, как вы себе придумываете, и что ваши отношения действительно развиваются, и в будущем все будет хорошо. Не закрывайтесь, если, конечно, ну, скоро все будет по-честному, и третьи лица перестанут влиять на ваши отношения. Ну, вот такой вот получился расклад. Пишите, чей, что у вас с мужчиной, почему так происходит. А я вам говорю всего хорошего. Пока-пока.